Корабельная реактивная бомбовая установка РБУ-6000. Друзья, всем привет! У меня была мечта пострелять из чего-нибудь корабельного, где-нибудь в море или, может быть, даже в океане. Но реальность диктует свои правила. И сегодня мы сюда притащили корабельную установку, которая поставлена на Урал. И это РБУ-6000. На самом деле, эта штука, это РСЗО, как наша Чебурашка, была создана для того, чтобы кошмарить подводные лодки, подводных диверсантов и даже торпед. Корабельная реактивная бомбовая установка РБУ-6000, или же, как мне кажется, более говорящее название о ней, это Смерч-2. Как и в типичной истории Лавкрафта, монстры из глубин решили выйти наружу. Так и сегодня у нас эту штуку поставили на грузовик, и она стреляет глубинными бомбами по земле. А как себя она поведет в воздухе и на земле, мы сейчас сделаем пристрелочный и бабахнем. Делаем первый пристрелочный, чтобы посмотреть, куда упадет. Круговое вероятное отклонение достаточно большое у этой установки, поэтому попадем, куда попадем. Ну, в общем, туда и поставим бочки. Работаем, братья. Бам! Какой, по-вашему, должна быть нормальная мужская сумка или рюкзак? Я скажу, без лишних понтов или обвесов. Настоящая вещь должна быть прежде всего надежной, так сказать, на века. Как раз такие производит компания Доктор Кофер. Бренд, который остается верным российскому потребителю и делает самую годную годноту в мире рюкзаков и сумок. И да, еще там другие вещички есть из качественной натуральной кожи. Ну, в общем, да. Вот, например, очень вместительный и прочный рюкзак от компании Доктор Кофер. Сюда можно класть все, что угодно. AR-15, монок наложить, да все, что угодно. Если вы понимаете, о чем я. В большую медицинскую энциклопедию, например, 2 шаурмы, которые даже не помнутся. Аккуратненько закрываем, ничего не торчит. Молния не разъезжается, но главное... Здесь это качество кожи. Смотрите, конкретно этот рюкзак лишь капля в море. У Доктор Кофер самый большой в мире ассортимент кожаных изделий. Более 3000 наименований из 150 видов кожи. Кожа Анджелины Джоли, например. Ладно, это шутка. Больше нет ни у одного производителя в мире столько сумок. И все изделия Доктор Кофер шьются только из натуральной кожи растительного дубления. Никакой химии. Такая кожа с годами становится только лучше, как хорошее вино. Не шкура молодого дермантина и не тонкая дешевая китайская кожа, которая рвется после первого сезона, а реально качественная вечная вещица. Кстати, Доктор Кофер настолько уверен в качестве своих изделий, что дает пожизненную гарантию на всю фурнитуру. При поломке, само собой, бесплатный ремонт. Такую гарантию дают единицы производителей во всем мире, только самые дорогие и элитные бренды. Доктор Кофер — это и сумки для документов, и рюкзаки, и портфели, кошельки, портмоне, визитницы, другие аксессуары из натуральной кожи. Кстати, ценники у Доктор Кофер вполне адекватные. Вот этот вот рюкзак, к примеру, стоит чуть больше 20-ки. Есть кожаные сумки за 15, например, за 6 тысяч есть. Ремни тоже за вполне вменяемые 6000. А еще смотрите, как упакованы изделия Доктор Кофер. В комплекте с сумкой идет просто шикарная подарочная упаковка.
Фирменная, то бишь. А еще открытка и фирменный пакет. Вдруг вы захотите сделать кому-то подарок, все уже придумано. Это определенно великолепный рюкзак, и если бы у меня его не было, я бы, конечно, его пренепременно и немедленно захотел. Многие модели Dr. Coffee представлены в разных расцветках и вариантах исполнения. Само собой, и женская коллекция тоже есть. Ну, у нас, к сожалению, девчонок мало, но тем не менее. Так что можете и своей даме вещичку зацепить. Всего на сайте Dr. Coffee, напомню, больше 3000 моделей из 150 видов кожи. И еще раз подчеркну, самый большой в мире ассортимент кожаных сумок и аксессуаров. На официальном сайте бренда Dr. Coffee есть список городов, где доступна доставка, а для москвичей доступна и экспресс-доставка от 3 часов. Так что заказать можно прямо с сайта и привезут домой. Адрес официального магазина Dr. Coffee в описании. И не только адрес, но и мой промокод на скидку при оформлении заказа на официальном сайте бренда. Не зеваем и действуем, ребятки. Акция, естественно, ограничена. Смерч 2 был разработан в ней один и принят на вооружение ВМФ. И эта история началась в 1961 году и ставилась на огромное количество проектов кораблей. Список на экране. Обычно на корабль ставилось 2-4 пусковые установки. То есть в то время это было основным вооружением противолодочной обороны военно-морского флота СССР. Итак, давайте разберемся, что же из себя представляет эта пусковая установка. Дистанционная управляемая пусковая установка наводится по вертикали, по горизонтали, по координатам, по бусоле, как это принято. Всего 12 направляющих здесь. В оригинальном корабельном, кстати, варианте сделали полноценное автоматизированное заряжание. Здесь же ручное, сами понимаете. В подпалубном помещении на корабле обычно устанавливается погреб с глубинными бомбами. Зарядка и разрядка стволов осуществляется с помощью специального заряжающего устройства, куда бомбы подаются из погреба при помощи подъемника. Для этих операций не требуется выход обслуживающего персонала, что, в общем-то, помогает в безопасности. После зарядки последнего ствола реактивная бомбовая установка автоматически возвращается в режим наведения. По окончании использования всех бомб установка также автоматически переключается в режим заряжания. При этом пакет стволов опускается на угол 90 градусов для зарядки следующего ствола по курсовому углу. Мы же сегодня будем стрелять прямой наводкой. У нас здесь расстояние где-то 1,5 километра, не больше, и вы все увидите своими глазами. Предлагаю еще разочек бахнуть. Смотрите, какая ситуация получается, немножко щепетильная, я бы сказал. Мы когда-то купили камеру слоумо за 1,5 миллиона, и вот эти 1,5 миллиона, знаете, я мечтал быть мистер Бистом, то есть взрывать какие-то масштабные вещи, и, возможно, это произойдет сегодня, потому что у нее 5-6 метров поражения в воде, но, как вы знаете, в воде-то оно по-другому все работает, а здесь будет, наверное, метров 100. Как раз метров 100 мы и поставим нашу слоумо камеру. Если она заснимет, поставьте лайк этому видео. А если не заснимет, скиньтесь, пожалуйста, по-братски на карточку сделай, да? Ладно, шучу. Просто знайте, что ради вас мы рискуем своими лучшими вещами. В установке сейчас 9 бомб глубинных. Корабельная установка 6000 РБУ. Будет стрелять. Мы будем сейчас 3 штуки отправлять, 3 карандаша вдаль. И, надеюсь, нам повезет попасть, потому что это крайне неточная установка, и в принципе подъезжать к линии фронта на ней как бы очень опасно, но работаем, братья. Давай. 33! Ебать ту Люсю!
Короче, прямой наводкой вот так вот, это прям плохая задача, потому что, вот, точнее, плохая идея, задача-то отличная. Он просто, бомба просто кубарем летит вот здесь, бам-бам-бам, перед нами буквально, и чуть дальше взрывается. Короче, взрывателю не хватает, видимо, расстояния, чтобы завестись, не знаю почему. Ну, давайте, короче, чуть-чуть переведем направление стрельбы. Вау! Охренеть! Делаем еще один пристрелочный. Сейчас кубарем полетит. Снимай прям, как кубарем полетит. 33! Да, не хватает расстояния взрывателю. Предельные углы наведения составляют от минус 15 градусов до плюс 60, а в горизонтальной плоскости по курсовому углу от 0 градусов до 180. Скорость приводов наведения в автоматическом режиме составляет 30 градусов в секунду, а в ручном минус 4 градуса в секунду. Установка может применяться в боевых условиях при волнении моря до 8 баллов. Если что, это когда волны 9-14 метров в высоту. Боекомплект одного бомбомета включал до 60 реактивных бомб. Основным боеприпасом комплекса является глубинная бомба РГБ-60. Боеприпас диаметром 213 мм и имеет длину 1830 мм и вес 119 кг. То есть каждый из них весит 119. Заряд взрывчатого вещества 23,5 кг. Но наши умельцы немножко ее модернизировали, то есть она тут такая полупустая. Они добавили туда еще дополнительных взрывчатых веществ, поэтому взрыв будет больше, чем обычно. Бомба — это сама по себе обтекаемые формы. Разогнавшись в полете до 300 метров в секунду, она погружается со скоростью более 11 метров в секунду. Реактивная глубинная бомба совершает полет по баллистической траектории и приводняется на заданной дистанции. В момент приводнения бомбы взрыватель УДВ-60, у нас сегодня другой, кстати, взводится и обеспечивает взрыв боевой части бомбы при ударе ее о цель или на установленной глубине. Например, если там обнаружена какая-нибудь подводная лодка, то ее как бы касается и поехали. Эффективный радиус взрыва не превышает 5-6 метров. РГБ-60 имеет один из самых мощных метательных зарядов, благодаря чему могла использоваться для атаки цели на дальности от 300 до 5800 метров, то есть почти на 6 километров она стреляет. Взрываться такая бомба глубинная способна на глубине 450 метров. С целью повышения автоматизации процесса подготовки к стрельбе взрыватель получил специальный пятиконтактный разъем, при помощи которого производилась его первоначальная установка. При досылании бомбы в ствол направляющего бомбомета головной разъем взрывателя подключался к разъему пусковой установки. Перед выстрелом происходило отключение. С 1966 года бомбы РГБ-60 стали комплектоваться акустическим взрывателем ВБ-2. Как и в случае с взрывателем ВБ-1М, изделие ВБ-2 монтировалось в корпусе основного ударно-дистанционного взрывателя. ВБ-2 может услышать цель на дальности до 6 метров. Кроме того, подрыв одной из бомб залпа активирует акустические взрыватели других бомб, находящиеся на расстоянии до 100 метров. Мы выпускаем 12 снарядов, 12 бомб, они заглубляются, и если один из них начинает детонировать и взрываться, то все остальные взрываются автоматически. Да, советские инженеры меня поражают. Итак, мы перенавелись чуть-чуть. В бочки мы уже сейчас не попадем, потому что дальше болото, мы туда их просто протащить не можем физически. Но сейчас мы просто покажем, как это работает, потому что, короче, слишком пологая у нас получается траектория, и взрыватель не попадает. Вот и все, простая вещь. 33! А вот это было хорошо!
В общем-то, глубинные бомбы и в морской войне оружие неточное. Для поражения одной цели порой требуется до 100 таких бомб. Для улучшения наведения используется целая куча оборудования на кораблях. Бомбометами управляет система управления огнем «Буря» с приставкой «Зумер» до 4 РБУ-6000. Время реакции от обнаружения подводной лодки до начала стрельбы составляет 1-2 минуты. На различных кораблях целеуказание для установок РБУ-6000 могло осуществляться через комплекс управления стрельбой «Пурга». Нести пургу, вот это я понимаю. Корабельные гидроакустические станции или систему «Дозор Тюльпан». Гидроакустические станции передавали пеленг и дистанцию до подводной лодки в систему управления огнем, которая определяла углы наведения РБУ по горизонтали и вертикали. Однако у нас сегодня из системы управления огнем только опыт в артиллерии и буссоль. Парни говорят, что КВО у него хуже, чем у Града. И это плохая новость, но в общем мы поставим бочки и стрельнем еще раз. Мы стреляем 120-килограммовыми бомбами, 213 миллиметров. Смерч-2, это корабельная установка глубинными бомбами. 33! Не сработал взрыватель опять. Дальнейшим развитием РБУ-6000 является противолодочный ракетный комплекс «Запад» с ракетой 90Р. Это изделие калибра 212 мм, длиной 1,83 метра и имеет стартовую массу 112 кг и несет боевую часть весом 67 кг, включающую 19,5 кг взрывчатки. Ракета 90Р оборудована твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает дальность полета от 600 метров до 4,3 км. Боевая часть ракеты 90Р содержит гравитационный подводный снаряд 90 СГ. Гравитационный снаряд 90 СГ представляет собой аналог самонаводящейся торпеды без собственного двигателя. После падения в воду он использует начальную скорость и силу тяжести для движения и определения направления на цель с помощью акустической системы наведения. Однако мы, как видите, не на море. Такие установки мы за последнее время видим на различных сухопутных носителях. Это Урал, МТЛБ и даже на базе танка Т-80. Вы могли видеть такую же историю с авиационными Нурсами, только в нашем случае это самый настоящий гигачат реактивных снарядов. Один такой снаряд в 2 раза тяжелее РСЗО «Град» и содержит почти в 4 раза больше взрывчатых веществ. Давайте же устроим залп в 3 бомбы и попытаемся попасть по бочкам. Заодно посмотрим, насколько это точное оружие, и заодно насладимся тем, насколько я не переигрываю и не пою. Триста 33! Есть разрыв! Ну, напоследок мы хоть немножко оторвались. Смотрите, какой почти ядерный грибок, блин. 5-6 метров это в воде, а на расстоянии... Знаете, почему нашей камере, возможно, повезло? Только по одной причине, что некоторые из них просто не взорвались. Пойдемте посмотрим, что было на местах разрывов, что стало с бочками, повредило их или нет, хотя бы дальними разрывами, что стало со сломом камеры за 1,5 миллиона, и самое главное, что стало с бомбами, которые не взорвались. Первый снаряд приземлился метрах, наверное, в 70 от пусковой установки. То есть он просто вошел в землю. Какая-то часть, возможно, от него отвалилась. Ну, вообще горячая, да, похоже. И она продолжила свою траекторию падения. Что-то горит, судя по всему, боеприпас там разрушился, наверное. И от него какие-то... не знаю, взрывчатые вещества рассыпались и загорелись. Дорогу разворотили.
На. Вот это, блин, да, шок-контент. Так она взорвалась, получается? Вокруг все горит, а команданты собираются. Я даже знаю, какой любимый комментарий будет у некоторых из соседних стран. Типа, еще чуть глубже, Алексей, да? Пожалуйста, команданты, 2 на 2, то, что вам нужно. Глубинная бомба при низкой траектории пролетает, упирается в землю взрывателем и происходит детонация. Вокруг разлетаются осколки, по большей части они, наверное, летят вверх все-таки, потому что, знаете, когда мне говорят, что разлет осколков у гранаты F1 200 метров, и когда я вижу разрыв в 200 буквально метрах, ну сколько, 300, да? 250 метров от пусковой установки мы стоим просто-таки в полный рост, и мы живы. А это ни хрена себе, ебучий прилетик-то, посмотрите. О, нифига, слушай, горячий осколок. Смотри, вот черный. Вокруг апокалипсис. Видишь, какие осколки огромные. Мы, естественно, заберем от глубинной-то бомбы РБУ 6000, мы сделаем ножи и будем продавать и помогать. И будем помогать людям. Да. Забавно, что в 30 метрах от места детонации лежит вот такой осколок. Охренеть, какой горячий. Лучше находиться сзади, чем впереди. И здесь была какая-то птица. Здесь слишком много перьев, но вы понимаете, о чем я. Камера за 1,5 миллиона жива. По всем признакам она снимает. Вот еще один прилет. Он меньше, и судя по всему, здесь, походу... Ага, вот кусок, да, горячий. Да, это точно прилет. То ли здесь грунт был толще, то ли прилет был не точно сверху. Отсюда осколки тоже забираем. Вон там какая-то часть дымящаяся. Пошли посмотрим, может там кусок ракеты. Судя по всему, одна ракета, одна бомба, точнее, начинает разгораться. И я к ней подойти сейчас не могу, потому что она может детонировать в любой момент, и мне бы лучше отойти на безопасное расстояние. Пойдемте пока посмотрим другие. Когда она закончит горение, мы к ней подойдем поближе. Бочек было значительно больше, как вы понимаете, но это в результате не прилета снаряда и бомбового, так сказать, ракетного, а в результате налета на это место людей, которым очень нужны мишени. И пока мы дошли, их уже не стало. Как-то так. 1,5 километра ты и прошагал. И здесь такая почва благородная, смотри. Он сначала врезался вот сюда. Или это 2? Это, походу, 2 или как, я не понимаю. Ну, что-то нереально произошло. Смотри, он врезается под прямым углом практически. Смотри, сюда бам, здесь разрыв. И еще один, походу, выше. Разрыв вот здесь. Хотя нет, это, наверное, старый разрыв. Короче, вот в этой почве, смотрите, какой уровень взрыва был. Что просто, блин, целый карьер практически выкопался. Я рассчитывал на то, что в какой-то момент мы найдем целую бомбу реактивную в каком-то более-менее уцелевшем состоянии. Но, как выяснилось, в процессе ее разложения, ее фрагментации случилось. То есть в процессе ее рикошетирования, в процессе ее рикошетирующей способности произошла ее фрагментация. Короче, да, она на осколки разлетелась, каждая из них. И некоторые улетели на 3 километра, а то и на 4. Туда дальше я просто не пойду, потому что сложно идти. Тут болото местами. И это не очень приятно, знаете ли, шастать взад-вперед. Да, местами тут болото. И
Я нашел лишь часть осколков, и, как видно, реактивные бомбы глубинные разлетелись в разные... разлетелись глубинные бомбы в разные стороны. Дышать невозможно, потому что все, что здесь поджжено, поджигал я лично. Но, слава богу, это просто полигон. А вы не переключайтесь, дальше будет интереснее.